Друзья, привет вам из Нью-Йорка. Обычно в хорошую погоду отсюда можно наблюдать прекрасный вид на Манхэттен, на Бруклинский и Манхэттенский мост, а также на Статую Свободы. Но сейчас этого практически ничего не видно, потому что в Канаде горит огромное количество лесов, ветер дует в нашу сторону. И посмотрите, что происходит с Нью-Йорком. Говорят, что такого не было с 60-х годов, чтобы настолько сильный был дым. По количеству загрязнений Нью-Йорк сейчас сравнялся с Дели, самым загрязненным городом в мире. Все в смоге, красное солнце. Я сейчас очень быстро говорю на камеру, и в горле, знаете, привкус гари. Мэр Нью-Йорка сказал по возможности оставаться дома, закрыть окна, двери, отменены все уличные мероприятия. На секундочку, через 2 дня у меня рейв вообще-то. Алло. Не знаю, скорее всего его или отменят, либо я не пойду, даже если он будет, потому что, находиться очень долго на улице практически невозможно. Начинает болеть голова, давит аж сердце, знаете, легкие схлопываются. В общем, такая вот у нас обстановка. Посмотрите. Реально, это просто какой-то апокалипсис. Как будто бы Путин все-таки нажал на ядерную кнопку, и сейчас настанет ядерная зима, пропадет вообще солнце, и мы уйдем все жить под землю, потому что, реально, вот советуют носить маски, потому что без маски очень тяжело дышать. У меня, к сожалению, нет маски с высокой защитой, поэтому, собственно говоря, я иду без нее. Если была бы, я бы, конечно, ей воспользовался. Вот прошла пандемия, буквально год, и опять нужно носить маски. Скорее всего, человечество убьет само себя, и тогда планета очистится. А пока что вот такой вот вид на Манхэттен. Там вот Статуя Свобода. Здесь Манхэттенский мост, Бруклинский мост, Ист-Ривер, залив. Еле видно остров Губернаторский. Ходят корабли. Очень мало людей. Обычно вот в этом прекрасном парке здесь огромное количество народа, даже в будний день. Но вот сейчас здесь практически никого. Я и несколько людей, все фотают. Реально просто жесть. Я сейчас прыгаю в метро и еду домой. Еду на Брайтон. Там, говорят, тоже все в дыму. В принципе, что в Манхэттене, что в Бруклине. Везде гарь. Вот такой вот вид, ребята. Такая вот жесть. Я, конечно, понимаю, что удивить россиян вообще можно мало чем. Я из Комсомольска-на-Амуре. У нас очень часто, Сибирь, Дальний Восток, горят леса. И такое я уже видел. Но чтобы это было здесь, в Нью-Йорке. Разговаривал на работе сегодня с американцем, который родился здесь. Он говорит, вообще никогда такое не видел. Да, в новостях передали, что последний раз было в 60-х годах, соответственно, прошлого века. Вот такая вот жесть. Даже вот эти вот фильтры, деревья, трава, сады не спасают. Дикая гарь. Я все двигаюсь в метро, прячусь в бункер и сижу там. Завтра еще работать. Я, конечно, работаю не прямо на улице, но я мою окна и их открываешь. Естественно, фактически ты находишься на улице. Даже некоторые клиенты у нас отменили заказы. Не хотят, знаете, открывать окна, чтобы дым проходил к ним в дом. И, конечно, качество работы тоже ухудшается, потому что все равно какая-то гарь останется на окнах. Лучше переждать и помыть это все дело потом. Вот так вот, ребята. Такая вот жесть у нас происходит в Нью-Йорке. Реально настоящая бедствие. Я помню, когда такое было в Комсомольске. Я еще учился в старших классах в школе.
У нас отменяли уроки физкультуры, мы сидели, играли в шахматы, повысилось число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, было очень много выкидышей тогда. Так что это серьезное дело, это не шутки. Вот мама с ребенком вышли погулять на площадку. Понимаете, да, уровень образованности населения. Такая вот жесть. Ну, благо больше, смотрите, на детской площадке никого нет, пустая. Только один ребенок. Это уже не может не радовать. Люди в масках сидят. Но не все. Не все. Хотя в Нью-Йорке, именно вот я сейчас приехал с работы с Манхэттена, там практически все носят, знаете, не простые вот эти медицинские, а с повышенным уровнем защиты, которые реально помогают. Здесь мало. Вот фотографии делают эксклюзивные. Толпы туристов гуляют по Бруклинскому мосту, тоже делают фотографии, которые в обычный день не сделаешь. Виды, конечно, портятся, здоровье портится, но эксклюзивный контент. И вам вот сейчас его записываю. Так что все, ребятки, спасибо вам за просмотр. Жмите лайк, подписка, колокольчик, классный комментарий. Все как обычно. Все, до новых встреч. Спасибо, пока-пока.